Раз, два, три. О. Всем привет! Это обзор энергии на тот момент, когда вы смотрите это видео. С вами Анна. Это канал The Good, делай добро, добро будет. Почувствовала я внутренний отклик, что пора выйти. Вот. Чувствую большое волнение. Почему? Чувствую большое волнение из-за того, что у нас грядут классные перемены. Вот. И... Так, что здесь? Ой. Грядут классные перемены, ощущение, что сейчас человечество проходит определенный, скажем так, уровень, потрясывает, здравствуйте, потрясывает, но потрясывает, скажем так, не конкретно индивидуальности людей, а системы. Все то, что стояло над нами, обучение, государственные структуры, банковские. Служащие этих структур могут чувствовать, что непонятно, что-то творится. Вот. Поэтому если меня смотрит кто-то, кто служит в какой-то такой сфере, вам идет такое послание: не переживайте, вам важно не включаться индивидуально, лично в эти передряги, которые могут происходить. Эти изменения, кстати, они начались с 20 июля, и они пошли на невидимом уровне. То есть не было какой-то яркой подсказки, не было какой-то яркой проявленности о том, что все поменялось. Но внутри, прям, знаете, показывают, вот из центра этой системы пошли изменения, и они вот, начиная с такого маленького, растут, и это уже больше не остановить. Да, я вижу ваши комментарии. Всем доброе утро. Нашла в себе силы выйти в эфир. Хотелось побыть, просто помолчать. Вот. Но прям чувствую, зов идет. Вы знаете, да, светлячки, когда у меня зов, я такая: ладно, пошли, скорее. Вот. И возьму такую колоду Таро радости. Вот. И поэтому служащие госучреждений любых могут чувствовать, что что-то происходит, может быть чувство тревоги, идет рекомендация: не включайтесь, это перемалывается ваша система. Это не про потерю работы, да? Это вообще не про это про то, что сама структура взаимоотношений, которая была выстроена годами именно, не десятилетиями, да, то есть, да, показывает с того момента, как появилась эта структура. Например, услуги, там, не знаю, банковских транзакций появились там с десяток лет назад, да, то есть до этого у нас там не было этих мобильных приложений, в которых там тыцнул, и уже все везде улетело, да. Вот, потому что они были сформированы для того, чтобы, знаете, как зажать человека, идет такое, прям показывает, то есть человек рожден был свободным, человек рожден был наслаждаться этой жизнью, вот, но показывают некоторые люди, не буду говорить какие и где они, вот, они приняли решение когда-то давно, показывают лет 50-60 назад, о том, что нужно упразднить, вот так вот сжать и сказать: все, сиди, не гунди. И сейчас, во-первых, вижу сейчас кучу крыльев, очень много крылатой энергии. Я сейчас вижу, что ангельские энергии, они аплодируют, и идет такое послание, что мы хотим вам сказать, отдать честь вашей стойкости. Вы сейчас проживаете беспрецедентный переворот человечества. И благодаря вашим внутренним настройкам, меня вообще такой поток, так мурашит. Аж дыхание сперло в зубу. И благодаря вашим внутренним этим настройкам, вашему посвящению себя в движении по этому направлению, человечество совершило, показывают 21-го, огромный шаг вперед и встало не в оппозицию,
Да, то есть оппозиция в данном случае это что такое? Это когда человек там сидит на кухне и друг с другом там вот они, а эти, а тут те, да, то есть это не сидеть, скрываться на кухне, боясь что-то сказать. Я сейчас не говорю про геополитические, это вообще не про это, я говорю, вы помните, про энергии, про наше эволюционное развитие, потому что это в сфере моих интересов. Вот. И сделала шаг вперед и сказала вот это, да, то, что мы с вами делали на медитациях, на многочисленных сессиях. Я есть. И у меня есть полное право жить здесь, не по выдуманным иллюзорным правилам людей, которые не знают даже, чем я живу, как я устроен. Я пришел жить свою жизнь, и я пришел воспевать торжество изобилия, правосудия, честности и яви, явь, то, что проявлено, да. У меня, кстати, ваши комментарии на английском языке. Я хорошо, что я умею по-английски говорить, читать и писать. Вот, но здесь вот пишут, да, что волна энергии. Вот, и дальше послание какое? Пристегнитесь, знаете, показывают, когда на американских горках. Мы сейчас с вами на американской горке, наверху стоим. Показывают, возьмитесь за вот эти вот, как это, поручни. И просто, знаете, как, за что это значит? Это значит держаться за свою основу, держаться за самого себя, да, тоже, о чем я вам постоянно говорю, возвращаемся к своей природе, почему постоянно, в смысле, это то, что сейчас работает, к своей природе, к основе внутри себя, да, то есть сейчас искать какую-то опору снаружи бесполезно, потому что я сейчас вижу даже на уровне энергии руины, но не того, что было выстроено кропотливо, с любовью и трудом. Это все еще стало выше, и световые энергии, да, такие. А то, что было построено из жадности, из просчета, из, знаете, такого, вот такая энергия, знаете, как вот Баба-Яга, помните, только не такая положительная, а такая, которая на тебе мухомор, вот это вот такая вот. И это нам не страшно, да, идет. То есть мы, слава богу, выращены на бабайках, и поэтому бабьёк не боимся. Вот. И они говорят, что для многих сейчас вот этот уровень, на котором мы сейчас стоим энергетически, да, американская горка заехала на самый верх для того, чтобы вы расправили, почувствовали крылья. Энергетически вижу, кто-то даже может немножко, знаете, как когда вниз пойдет спуск, он пойдет как масштабный переход в реальность. И прошлое может оказаться не таким значимым, как оно для вас казалось раньше, да. С чем это связано? С тем, что его сейчас показывают прямо в прямом смысле, обесточили. То есть если раньше оно подпитывалось нашими воспоминаниями, нашими мыслями, да, о том, что было, в том числе даже там разные, как это сказать, ну, социалистический, ладно, немножко в историю меня выкидывает, социалистический строй, да, который был на всех славян, так сказать, на всю нашу часть Европы и Азии, вот. И там, знаете, вытянули из розетки, и все, это пространство больше не напитывается. Вот, и часть структур, которая сейчас вот в руинах стоит энергетически, они были выстроены как раз на той, знаете, как фальшивой системе убеждений. Вот. И многие начнут чувствовать легкость, да, то есть вот это вот ощущение, что нету веса даже физического, да, то есть ты находишься в материи, но чувствуешь, что ты как перышко легкий. Хорошего дня. Да, что ты как перышко легкий. У кого-то может, знаете, как вот вы раньше себе решили, что я вот иду вот этим путем, вот это мое направление, и вдруг оно резко поменяет ценность. Вы почувствуете, что, ой, не, а я туда не хочу. Здесь важна гибкость, да, то есть позвольте себе не вцепляться вот в это ощущение, что, а как же так, но я же столько туда вложил, да, и позволить пространству развернуть для вас новую, идет такое слово прерогативу. Прерогатива в данном случае, что для вас действительно
имеет большую ценность. И я вижу это на уровне энергии. Для тех, кто видящие, да, кто смотрит меня, светлячки, вы почувствуете, как такой золотой столб энергии перед тобой, да, и он как будто сам говорит, вот я и есть та суть, я и есть та ценность, которую ты так долго не мог увидеть. И это потребует смены направлений для кого-то, не для всех. Это потребует гибкости. Да? Гибкость в данном случае– это способность спокойно отпустить идею какую-то о том, там, где лежит ваша проявленность или где лежит ваше изобилие или богатство. Да? Это способность к внутренней лояльности, да, идет прям внутренняя лояльность. Это что такое? Я лоялен к самому себе, я лоялен к своим выборам. Вот, это узнавание своей истинной сути. Здесь в сердечном центре сейчас вижу, активируются такие искорки, тоже золотистые. А светлячки, посмотрите, да, можете вдох сделать, выдох, и посмотрите вот на эти активации, которые произошли. Это разные сферы жизни. То есть если кто-то из вас, у кого сейчас замурашит, это для вас послание. Если кто-то из вас чувствовал, что я не только одним чем-то могу заниматься, а у меня еще есть способность преображения в разных сферах бытия. И эти сферы лежат не только в материально-бытовом экскурсе. Ну, идет с потока такие слова. Экскурсия, а еще в распознавании и узнавании истинной сути бытия. Что есть контакт ваш на других уровнях. Это, ну, не чтение мыслей, а все время забываю это слово. Мне вот в эфирах на ТикТоке там комментарии видны нормально, мне там подсказывают. Когда вы без слов понимаете, да, другого человека, это когда больше не нужно труда и больших усилий, чтобы проявить свои уникальные дары и способности. Это когда состояние ума становится настолько открытым. Интуиция, ну, интуиция это внутри. Интуиция, она, как правило, в солнечном сплетении. Я называю это скорее навигацией, которая встроена. Да? Вот интуиция – это навигация. А это как раз способность считывать. Господи. Ну ладно, значит, слов сейчас не нужно. Я же привыкла. У меня библиотека памяти и знаний, она в поле находится. Вот, и я туда, когда нужно, иду, беру нужную книгу, считываю и ставлю обратно, чтобы все это не хранить, не перегружать свою систему. Вот, потому что энергии много, а потоков много, хочется к себе относиться бережно. Вот, для кого-то, кто хотел окуклиться. Гнездовые мои светляки, вылазьте. Ваша старая парадигма действия в таких ситуациях идет слово «усугубит», но не в плохом смысле. То есть для вас с 21 уже числа, да, идет, и сегодня это может уже усилиться. Я не могу сидеть дома, больше не могу прятаться. Вам вот эти старые методы прятания от усиления поля, они больше не работают. Вам нужно, наоборот, выходить. Для кого-то сейчас идет важное послание индивидуальное. Через «не хочу» выйди обязательно, выйди, сходи в парк, сходи в публичное место, да, то есть увидь, что у тебя уже поле работает таким образом, что оно, во-первых, начало по-другому крутиться, вот так вижу, прям поле вокруг крутится человека, да, и вы перестали уже быть жертвой событийного ряда, а стали уже, наоборот, ясно видеть, куда вам нужно идти. Но так как вы сидите в своей скорлупке, кто-то сидит, прям телепатия, да, вот, точно, телепатия, спасибо большое. Телепатия, интуиция – это разные вещи. Вот, ну не то, что разные, но, в общем, телепатия – это когда мы читаем мысли, слова других. Это, кстати, тоже способ контакта с высшими силами. Телепатия, оно прикольно приходит, знаете, приходит такой пакет, энергетический пакет информации, вот, и я его обычно чувствую, да, то есть когда идет общение на каких-то там межзвездных уровнях, я чувствую, что пришла информация. Вот. И когда я начинаю его распаковывать телепатически, то он выстраивается энергетически в такую многоуровневую красивую картину, вот, которую я ее рассматриваю, да, и эти кусочки начинают между собой соединяться, и потом, хоп, и образуется суть.
и уже эту суть я могу передавать, да, то есть оно распаковывается на уровне моего проживания. Я понимаю, как это работает, да, и потом перевожу это в простые слова. Вчера был важный день для мастеров. Вот, я прожила это, расскажу свой опыт, прожила это через четкое понимание того, что же я тут на самом деле делаю. Вот, у меня, когда я только начала активно продвигаться, так сказать, продвигаться, это в том смысле говорить, продвигать сама себя, заставлять себя говорить в соцсетях, это было ужасно страшно в 2019 году. Вот, и господи, к чему я это говорила? И самая большая проблема у меня тогда был тоже, там, я пыталась найти себе продюсера. Вот, и у меня самая большая проблема была объяснить, кто я, чем я занимаюсь, да, потому что, ну, вот заходишь там в тот же Инстаграм, там написано там «ясновидящая», помогаю вот в этом. Вот, а я уже на тот момент на сессиях делала такое огромное количество разных вообще механик использовала, которые, ну, пришли от пробуждения, скажем так. Я включилась в свои потоки знаний и сознаний, вот, что я не могла вот это все, как это все описание уместить в одно какое-то предложение, в какой-то заголовок. Вот, и мучилась этим несколько лет. Вот, в итоге, когда в прошлом году, как раз 12 августа будет, я думаю, что светлячки, которые со мной там на канале в Телеграме, они уже знают и слышали, надеюсь, поставили подписаться на оповещение. 12 августа я проведу открытую медитацию бесплатно для всех в подарок на год, с тех пор, как я обратно вернулась на свое место и начала практиковать активно. И снова вышла, так сказать, в свет, в том смысле, что начала не бояться активно проявляться в соцсетях и рассказывать ту мудрость, которую я прожила. Вот. И она не только индивидуальная, она еще и коллективная. И вчера был любопытный опыт распаковки, когда я села и наконец поняла вообще, и смогла в простых фразах понять, чем же я таким занимаюсь. Вот. И к чему я это рассказываю? О том, что обратите внимание, для тех, кто вчера что-то подобное проживал, что вы новое поняли о себе. И это один из этих недостающих элементов пазла самоосознания. Что такое самоосознание? Когда вы понимаете, кто вы на самом деле. Когда вы полностью включены в свое тело, вы чувствуете, вот энергия там пошла в мизинчики, вот на пальчики, ну там на ножки направо, как вы почувствовали, да, то есть это не приходит, не нужно, как сказать, долго терпеть, долго не чувствовать, и потом через 2 часа вдруг, ой, а мне что-то мизинец, да, когда вы сразу включены, вы сразу чувствуете. Вот, и один из таких путей души, который сейчас очень активный, я его вижу, и это часть новой матрички, о которой мы тоже с вами разговаривали. Вот, это о том, что теперь, вот я вижу, так, новая матричка, она стала больше в материю. То есть если она до этого была достаточно на высоком таком вибрационном уровне, сейчас она более материально, более проявлена. В ней, я вижу, уже стоят мастера, которые освоились. Они такие, о, теперь уже тут вот полочку повешь, тут вот диван можно поставить. Уже начинают обживаться с тем, как это все происходит, как это работает. Вот. И сейчас вижу, что на следующем уровне, прямо над этой матричкой, над мастерами открылся вот этот путь, как его обозначить-то по-русски, истинного проявления. Вот так назову, путь истинного проявления. И он, если раньше было сложно до этого докопаться, да, то есть вот мне сейчас тоже подсказывают, расскажи про свой опыт, 5-6 лет ушло у меня для того, чтобы вообще доехать, что же это такое, мой путь, да. И он раньше давался такой по кусочкам, то есть тебе чуть-чуть подсветили, ты такой вроде хватаешься за это, думаешь, ой, вот это про меня, а такой, нет, там еще есть. Вот, и сейчас открылась возможность видеть свою проявленность, свою истинную вот эту проявленность в большой картинке, да, то есть теперь больше не нужно собирать крупицы о себе по кусочкам, как это было раньше, когда вот, как знаете, идет такая метафора, идем в лес, собираем землянику, да, и вот мы входим и ищешь там среди кустиков, где там эту земляничку, одну нашел, положил в корзиночку, да, потом дальше опять тык-тык-тык пошел, тык-тык-тык пошел, взял, значит, еще одну земляничку, да, то есть это был процесс сбора, мастерство через
Сердечный центр. Говорит, да, там же, безусловно, любовь в сердечном центре. И желание проявленности тоже, потому что проявленность самая активная – это через сердечный центр, через любовь. Она активирует, когда здесь сердечный центр активно, активирует горло, у вас голос становится другим, дальше активирует взгляд, вот, макушку. Ну и дальше тоже там это уже даже перестали, как это, не энергетические центры, это центры взаимодействия со Вселенной, с миром. Я вчера вообще не договорила про земляничку. Если раньше путь мастерства это было собирать землянички по чуть-чуть, складывать, и потом в какой-то момент ты мог наконец сварить там себе компот или сделать варенье, и насладиться ложками его поесть, да, то сейчас открылся уже этот путь, в котором чувство удовлетворения приходит уже прям в моменте, и чувство как-то целостности. То есть вот этой отрывочной информации о том, кто я и что мне делать, это уже переигралось, и теперь это выходит в такой больше, знаете, понятный, целостный, долгоиграющий путь, да, но здесь самое главное сейчас мне идет, да, светлячки, кто меня смотрит, самая главная ваша задача будет не испугаться и встать на него, потому что он принимает только храбрых сердцем. Там нет ничего страшного, но это требует огромной целостности, честности с собой и действия через воодушевление, да, то есть если тот кропотливый труд, который раньше работал, например, мне показывают буддийских монахов, как метафорический пример, да, и вот они с этими своими четками, да, с малыми, должны были там 102 мало или 106 мало, не помню сколько там, они вот должны каждую, они перекидывают, нахаживают круги, молятся. То есть таким образом они вот эти свои землянички накапливали, и потом в какой-то момент были, скажем так, происходило некоторое посвящение мастера, да, когда он там, не знаю, отмолился 360 часов, накрутил малу миллион раз, там сделал там подношение какое-то там огромное количество, да, то есть доказал свою вовлеченность и отдачу процесса через повседневные действия. Вот. 108, да? Спасибо. Я раньше увлекалась, потом перестала буддизмом, вот, и остались какие-то воспоминания, но опять же, я говорю, я это уже больше не сохраняю в своей памяти, вот, для того, чтобы все время находиться в моменте, нужно, чтобы память была чистая, пространство здесь в голове не забито. Поэтому я так регулярно все обновления чувствую и понимаю, потому что выбрала немножко по-другому сейчас взаимодействовать со своей анатомией, с культурой энергии. Вот. И не обязательно, что всем так нужно делать, но я вам благодарна за подсказки, да, что мне не нужно вспоминать, туда идти. Вот. И вот мы уходим от этого уровня мастерства, когда нужно было доказать в процессе, в долгом, то есть человек мог 10 лет идти к своему, там, 20 лет, 30 лет, да, и сейчас выходим в другую, это, скажем, ускоренный фаст-трак, да, так называемый, когда в аэропорту приезжаем, платим 5 евро и проходим без очереди на стойку регистрации, например, да, там. Вот, но в нем требуется, входные данные, это желание этому быть искренне, сердцем быть этому, в это не то что верить, как преданным. И тогда вы встаете на этот путь, и все, и он, вот как этот эскалатор в аэропорту, тоже прямой, да, он вас повез. Вот, там очень важно, но там еще так показывают, есть такой нюанс, что если вы туда попадаете, то там нельзя просто стоять, типа, и смотреть не включенным. Там проявляется, вот мы на прошлой медитации восстанавливали контакт с внутренним ребенком, да, я сейчас как пример привожу, что вот это желание вкусить, а что здесь такое классное мне приготовили, да, и без страха, скажем так, наблюдать, исследовать и распознавать. То есть, получается, 3, да, основных. Это храбрость открытого сердца, это не наигранный интерес, да, к тому, что вы видите. И 3 – это умение распознавать, что действительно ваше. Но это здесь тоже обратно меня возвращают в цикл и показывают, что это здесь в сердечном центре. Вы с сердечным центром никогда не ошибетесь
том, что ваше, что нет. Вот. Он всегда такой, и вот так показывает, да, например, когда он только там он начинает проявляться. Вот, и вчера уже включилось вообще новое пространство. Я вчера, вот вам серьезно, знаете, светляки, я такая хожу, я чувствую, вообще все поменялось. И оно уже даже на материи все поменялось, и оно уже все работает по-другому. У меня даже сессия вчера прошла уже вообще на другом абсолютно вайбе. Я такая, вау, спасибо большое. И вот и вчера пришло вот все четкое знание, вот все теперь эти изменения, они произошли. Да, то есть если и уже идут подтверждения. То есть я сейчас, вот то, что я вам начитывала, светляки, в эфирах, февраль, ну, вообще до этого тоже февраль, март, ну, вот с этих периодов еще тогда было не проявлено вот уже на материи, физическому взгляду. Сейчас я просто каждый день, последнюю неделю с 20 числа у меня это и в сессиях, и в жизненных опытах, просто везде, я уже даже контент по-другому работает, да, то есть я, я просто в восторге от того, что все, что я начитывала, оно вот все, оно уже здесь есть, оно представлено, все, оно уже в материи. Вот, и пришло вот это чувство, не то что огромное, знаете, не кричащей уверенности. И это не про мою личность, это не про личность. То есть здесь нету, знаете, эго такое. Эго вообще сказал, ой, слушайте, ладно, я пошло. Ну, такой, я тут вообще ничего не понимаю, что вот здесь творится. Я пойду своими делами займусь. Вот. И полное состояние присутствия. О чем еще сегодня хочется сказать? Выбор своего пути привнесет в вашу жизнь все долгожданные исполнения мечт, долгожданное желание у кого-то даже с детства. То есть кто-то, мне сейчас идет индивидуальное послание, кто-то в детстве знал, что он какой-то очень волшебный человечек. И он это чувствовал. И он чувствовал волшебную связь с миром. И он чувствовал, что есть что-то, нечто большее такое, что он может потрогать даже руками, но не может объяснить. Вот. И для многих из вас, для тех, кто смотрит, да, именно этот эфир, это точка возврата в то место, но вы не во временной линии двигаетесь, а точка возврата в то место, когда вы были абсолютно счастливы сердцем. Да? Да. Чувство благословения. Сейчас почувствуете, пошел поток сверху. Такой золотисто-серебристый. И пришло послание от Творца. Вы его считали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. То, что я спрашиваю передавать, мне Творец говорит, не надо, они почувствовали. И у нас очень важный момент соприкосновения с собой. Отвалится уход задач, которые мы не были рождены для того, чтобы воплощать и делать. Что-то может для вас перестать быть настолько ценным. Вы поймете, что истинная ценность, она в другом. Вот, да, пишут, все будет хорошо. Какие-то еще есть версии? Я не буду говорить, оно для каждого, не для каждого свое. Оно просто, знаете, как показывает? Терес говорит, ну вот оно такое, но каждый со своей стороны увидит, как бы вот как шарик, диско-бол, да, и вот у него куча зеркальных граней, вот, и каждый увидит то, что вам вот в этой грани свое, то, что вам сейчас. Ой, какое классное ощущение. Вот, и не бойтесь обретать новые ценности, не бойтесь быть к ним открытым, потому что они очень легкие, они светящиеся. Да, очень тепло пишут внутри. Угу. Ну, оно прям, как, знаете, как наполнило это послание. И эта энергия. Угу. У меня внутренний восторг. Вот я с этого начала, да, то есть вот это внутреннее ощущение, что вот что-то вообще нереально классное. Аж прям как в детстве, помните, когда там, не знаю, у меня такая была история, моя мама говорит, мы сейчас тебе поедем там куклу купим, и ты прям сидишь, ждешь, когда куклу купят, сейчас вот уже поедем.
Что-то еще? Да. Идет такое, не причисляйте себя к массовым движениям, которые не связаны с духом. Потому что у них там сейчас действуют, это сейчас для кого-то, не знаю, для кого послание, у них там сейчас действуют очень суровые нормы, и ваша тонкая душевная организация, ваша тонкая душа там будет плакать. То есть если с первого взгляда, с точки зрения ума, сейчас прям начитываю с поля вообще, вам может показаться, что это то, что вам сейчас необходимо, но если там есть наличие жестких правил, вот так идти, вот так делать, вот здесь стой, вот тут, то есть жестко, да, жесткое управление и не индивидуализация, то есть это какие-то направления, в которых всех воспринимают одинаково. Вы знаете, как в лагерях было, все в форме, встаем в 7 утра, все должны, кто хочет петь, не хочет, все поют этот гимн, потом всем овсянка, неважно, хочешь овсянку, не хочешь овсянку, надо. Да, то есть не увлекитесь за памятью старого времени и выбирайте, как идет, по отклику света. То есть для тех, кто все еще учится правильно выбирать, что для вас действительно самое важное. Да, пишут вот слезы, внутри жарко. Моменты из детства вспыхнули мгновенно. Я не могу это выразить. Проживите и дайте, знаете, как себе идет такое, Светлана, я есть. Ух, пошел поток. Классно. Вот, не идет, опять продолжу, да, то есть не примыкать к каким-то четко организованным жестким структурам, а двигаться через вот здесь импульс, то есть что-то почувствовали, оно как искорка здесь в сердечном центре загорелось. Старайтесь не слушать ум, который это нелогично, это непонятно, а что ты там будешь делать, да, то есть вот это не нужно. Вот здесь вспыхнуло, вы такие, ага, хоп, обратили внимание, да, то есть потому что вот так энергия, в том числе Творца и души. Сейчас вижу, что контакт души с Творцом произошел очень сильный, да, то есть если раньше души немножечко могли здесь чувствовать, что там нет связи как бы с божественным провидением, с чем-то высшим, то сейчас все, произошел этот контакт, вот, и душа откликнулась, да, то есть душа откликнулась, и у меня тоже все, тело горит, ну, прям горит, хотя у нас в Грузии идет дождик, прохладно достаточно. Прям жар такой по телу. Вот, и научайтесь доверять вот этой искорке, да, здесь. Она вас, знаете, как обучит душа, нет, а что, искорка обучит. И второе, что после искорки, то есть если вы выбираете послушать эту искорку, которая в сердечном центре реагирует, то у вас тут же появляются силы на то, чтобы это сделать, и отпадают сомнения. Вот дала вам механику, да, то есть смотрите, искорка, если вы корректно приняли решение, вот как бы отдались этому, да, вот то, что я говорила в начале эфира, да, я готов сейчас этому следовать, то тут же включается, знаете, как вот не проверка, а прям да, это подъем энергии. И вот, ну, светлячки меня знают, потому что я наблюдаю всегда, да, и у нас вот это вот, когда надо, пошла, и все. И вот вообще неважно, что там, ураганы, дожди, бури, все поперло, потому что мне надо. Мне надо, ничего не вижу, ничего не слышу, все, пошла. И это не про глупость, да, а это про целеустремленность. И это у нас светлячки, я сейчас про девочек говорю, мужчина, не потому что вас нету в поле, а потому что основная вот энергия, которую сейчас считываем именно с женского поля, присутствующих на эфире, и тех, кто будет смотреть, это что если надо, то она пошла вообще. И вообще вот, ну, ей надо. Ничего не вижу. Это коня на скаку, горящую избу перестроят еще во время того, когда горит. Вот, девочки, это знак, что да, вот правильно, да, то есть и вот прям, знаете, как идет, не то, что нарабатываете эту способность, привыкайте к ней. Да, ты можешь делать все, да, Ирочка пишет, правда.
И вот это вот контакт с собой, со своим энергетическим полем, да, сейчас дала вам очень важную информацию, прям такую, знаете, идет от нее очень сильно вибрационное классное состояние. Вот. Что-то еще? Да, что-то еще, что еще? Все наладится, идет. Потому что сейчас много энергий, которые нам недоступны, показывают такую картинку, я вижу, что мы вот нашим человеческим взглядом можем видеть определенный спектр слоев реальности. И многое сейчас происходит за пределами ваших возможностей видения. Не потому, что вы там бяки, нет, или что какие-то неполноценные, нет. Просто есть уровни, на которых нам не нужно вмешиваться, да, но там сейчас для нас проектируется прям, знаете, как вот архетип почему-то, вот именно архитекторская, да, история, проектируется вся доля возможностей, которая была выбрана на пути. Ой, такая многоуровневая классная информация сейчас. На пути души, которая сейчас выбирает очень много потоков сейчас. У вас, у каждого какие-то свои сейчас очень важные а, задачи души. И давайте я по-другому сформулирую эту идею, эту энергию, которую я сейчас читала. Вот попробуйте сейчас, да, во время прям у меня руки вибрируют, кто чувствует мою энергию, это у меня просто вообще потоки. Вот. Попробуйте сейчас закрыть глазки и позволить своей душе проявить ту самую задачу, которую ей сейчас прям очень сильно хочется вам рассказать. Задачу души. Не нужно это потом обмозговывать, да, то есть пришло, можете открыть глазки, не нужно это обмозговывать, не нужно решать, как, что я теперь с этим буду делать. Ничего, просто отпустите. И вот сейчас я возвращаюсь к этому потоку, который я считала, на уровнях, которые невидимы глазу, собирается, проектируется все для того, чтобы это случилось легко и просто. Но здесь важно знать, что мы не подгоняем судьбу. Метелкой, что ты не идешь, давай иди быстрее. Мы не подгоняем высшие силы. Мы не подгоняем себя тоже. В каком смысле? Ну что ты вот сейчас ничего не поняла? У тебя что там, душа? Вот не нужно так делать. Дайте себе время, доверие. Если у вас прямо сейчас это не пришло, то оно придет в какой-то момент. У каждого свои, там, через 10 минут, может быть, через 15, через 3 дня, через 5 дней, да, то есть главное просто для тех, у кого позже, обратить внимание, да, не пропустить. Вот. Светить у кого-то идет, наследие. Да. И вот сейчас на уровнях, на которых не видно, конструируется вот это все, чтобы можно было спокойненько это дело воплотить. Вот. Что-то еще. Вот информации накопилось вообще, но я вчера, конечно, весь день в этих распаковках, они очень были приятные, эти осознания, это жизнь новой реальности, вот, в которой все действует по очень простым законам, вот, без нагрузки вообще любой, какой-либо на любой факт, на любое событие, вообще на все, что хочешь, вот, и ум у меня уже под вечер просто, скажем так, я прошла тренировочный день проживания в новой реальности, и под вечер ум устал. Это было так забавно, потому что мы же привыкли, мы же все-таки человеки, да, и мы привыкли, что нужно решать. Сейчас я пойду там почищу картошку, или там сейчас пойду, поеду, что-то там сделаю, да, и у меня ум во второй половине дня начал пытаться включаться, мне гиды мои, команды мои духовные, да, они такие, не надо, просто в потоке иди и все. Я только расслаблюсь, такая, да, точно, я же все, так, начинаю все само складывается, я такая, ты что, плыву, потом опять, так, нужно пойти там то-то. Мне гиды такие, не надо, успокойся. Я такая, ага, хорошо. Да, то есть обучалась на более длительных, скажем так, временных рамках, не включать вот это прогнозирование и контроль реальности и желаемых результатов.
Вот, и у каждого этот процесс происходит по-своему, активируются разные части тела. Сейчас у меня вообще вчера пришло такое, что нужно начать уже, что уже пора рассказывать вам более такие глубинные, глубинные духовные истории, но как сказать, но то, что является моей сильной стороной, говорить про это легко, да? Легко и просто, чтобы не загружать. Вот, и проявляется по-разному. Кто-то писал, что в разных частях тела чувствуют тяжесть или чувствуют свет пошел, да, то есть активация тела происходит. У кого где, по частям, да, не пугайтесь в этот момент. А если чувствуете тяжесть в каких-то частях солевой ванны, но соль морскую, да, побаловать себя, массажик, пойти покупаться, не нужно нагружать, а что со мной такое ужасное происходит. Единственное, что идет такой момент, подсветить, что если у вас одно и то же место просто так без причин болит, вы чувствуете там энергии, ну там уже там, неделю, 2-3, то там нужно уже разбираться на уровне духовности энергии, что там такое у вас болячее, и отпускать, потому что там под ним сила стоит, и человек, к сожалению, когда он, ну, к сожалению, просто потому что я не очень люблю, когда люди чувствуют, не то, что не люблю, а как мне сопереживательно, мне сопереживательно наблюдать, когда человек терпит боль долго и не хочет себе помочь. Вот так, наверное. Что типа оно само пройдет. Вот. И сейчас много активаций в теле. И я просто видела чей-то комментарий, кто-то написал на YouTube, что вот у меня уже полгода болит зона солнечного сплетения, там искали через вращение, нашли, ничего нету, ничего не понятно. Сколько вы будете еще терпеть? Ну, то есть полгода, ну, нужно идти к помогающим специалистам. Ну, например, ко мне, я помогу. Не надо терпеть боль. Вот. Причем забавно, я говорю, помогающим специалистам, мне моя команда говорит, слушай, ну хватит уже, давай уже скажи, чтобы тебе. Я не очень светлячки знаю, да, я бывший директор по маркетингу крупных компаний, которые не любят себя продвигать и пытаться делать какие-то продажи, хотя я умею это. Я занималась этим много лет на мировой рынок именно, по всему миру. Вот, и я просто не чувствую необходимости в этом, да, но когда прям человек совсем уже, ну, как это, уже замучился, ну, приходите. Вот, что-то еще. Таро. Вот. Ну, вот наконец до Таро дошли. Уже 42 минуты. Ого. Для кого-то идет, не используйте присказки. Смотрите, слова – это вообще один из таких алгоритмических инструментов человека. Что такое алгоритмический? Он создает некоторую базовую не только ценность внутри вас, слова, которые вы говорите, но и дает резонансную составляющую. И это может для тех, кто только вступает в связь своей энергии, как блокировать пространство, так расширять его. Вот. И поэтому в такие периоды очень важно наблюдать о том, что вы говорите, какой смысл это несет. Да, то есть какой пример-то выбрать? Ну, наши вот эти народные поговорки «пока рак на горе свистнет». То есть это значит, что ждать непонятно чего, что мы вкладываем в это. Да, и когда мы это говорим, пространство становится, замораживается, знаете, оно недвижимое становится. Да? То есть наблюдайте, что за слова и как вы произносите, какой смысл вы несете через них, потому что это тоже часть проявленности. Вот. И так как человек все еще несет большие смысловые нагрузки, когда он что-то рассказывает, говорит, очень плохо работают пересказы старых плохих историй, прям воздержитесь. Да, то есть такая рекомендация, не нужно больше подругам пересказывать, как вас 5 лет назад кто-то там, не знаю, он меня обидел, он меня там кинул, а это вот короче, да, то есть все плохие истории тормозят процесс, ставят перед вами прям стену, показывают, да, то есть человек, который живет в контакте с сакральным центром, со своим сердечным, он во-первых, больше не нагружает слова лишним смыслом, во-вторых, он начинает сам интуитивно переставать использовать тяжелые слова в своем лексиконе, потому что от них тяжело и больно. Он это чувствует.
тяжело и больно. И чувствует, что это тяжело и больно ему. Дальше включается следующий такой уровень, когда ты понимаешь, что ты уже больше не можешь и не хочешь делать тяжело и больно другим. Поэтому эти слова проявлять в сторону кого-то тоже это просто невозможно сделать становится. Ты не можешь. Да, то есть это как на щенка ругаться, да, ты не можешь ругаться на маленькую собаку, потому что, ну, это маленький. Ну, как на него ругаться? Ты же не хочешь мне сделать больно, да? Вот, и трансформация идет, да, слово такое. Эти трансформации в словарном обиходе, запасе человека очень важны и необходимы для того, чтобы вы обрели суть и поняли, что такое мастерство нового времени. Да, это когда творец, это не про то, что я тут теперь вообще все подряд буду мочить, лупить, и все, мне тут нипочем, а в том, что я настолько бережно отношусь к себе, к пространству, к своей проявленности, к людям вокруг, что я просто никаким ни мыслью, ни словом, ни действием не могу причинить никакой, даже безусловный вред. И это постулат. Вдох, выдох. У нас с вами эфир практика получился, да? Вот, поэтому будьте бережны к себе, к людям вокруг. Выбирайте себя, свой внутренний свет. Помните, что вы здесь не одни, нас много светляков, что мы сейчас друг другу, знаете, идет такая картинка, что вот мы сейчас идем, да, все вместе, и кто-то еще, может быть, не может идти так, как ты можешь, да, помоги ему. Вот ты видишь, споткнулся, дай ему руку. Не возьмет? Ну ладно. Возьмет, не надо там, знаешь, наручать ему, там, ты неправильно сделал. Это не про это. Мы сейчас все проживаем очень индивидуальный опыт, но в системе целого. Вот, он закончится тогда, когда мы обучимся эффективно с этой энергией взаимодействовать, осознанно. Вот. Да, вот кто-то пишет, что мурашки. Супер, это классно. Вот, и путь индивидуальности, но в коллективном. И здесь, знаете, как идет такое послание, что ты сейчас, безусловно, несешь ответственность за других. В каком смысле? Это не про то, что ты решаешь задачи других или занимаешься тем, чем ты не должен заниматься. Но вот я иногда про это говорю, да, на своих эфирах, когда человек начинает помогать, его не просили, он лезет, ты неправильно сделал, да, сейчас за тебя сделаю, да, вот это вот, брать на себя чужую ответственность. И не только когда не просили, но и в целом, да, то есть вторгаться в путь другого. Нет, мы на тонком, вот на этом уровне, про который я сегодня рассказывала, который невидимым глазу, мы друг другу очень сильно помогаем. И помните, пожалуйста, об этом, да, это тоже сейчас вот проявится теплом в груди, о том, что, безусловно, любовь – это уметь поддержать, мочь поддержать без слов и помнить о том, что каждый твой шаг по направлению к себе помогает огромному количеству людей. Ты можешь даже не знать этого человека, он может быть вообще где-нибудь там в Африке или там, не знаю, в Ирландии, где-нибудь сидит, а ты на том невидимом уровне с ним связан, и он встал и пошел тоже. И он не мог, а он пошел, потому что ты для себя внутри решил, что я пойду. Вот. Очень много мурашек сейчас. Главное, умом это не нужно понимать, просто почувствуйте, да, что вот вы, делая шаг, позволяете великому чуду, большому волшебству произойти. А нам сейчас всем очень нужно чудо и волшебство, правда? Каждому. И отдельно, индивидуально в каждой нашей жизни, и на коллективном уровне очень хочется чуда и волшебства. И мы его создаем. Вот. Вроде все. Для тех, кто в ТикТоке, я выложу скоро ТикТок. Благодарю вас за ваше присутствие, вот, за ваше стремление к свету внутри себя, да, да, дождик перестал, уже вот пока еще тучи, но птички поют.
Обожаю свою деревушку. Я тут несколько тоже дней назад поняла, что я сейчас нахожусь в самом идеальном месте вообще для себя просто. И что я все думала, надо куда-то уехать, что-то переехать. А тут как осознала, что все в порядке, все вообще в идеальном месте. Я такая: "Господи, спасибо мне большое, что я собралась, 1,5 года назад и уехала из Португалии в глубинку Грузии". И я безумно счастлива этому своему поступку. Вот. Да, Леночка, благодарю вас. До встречи в моих следующих эфирах. Напоминаю, да, что медитация большая 12-го. Приходите, зовите своих друзей, зовите родных, близких, кому это может откликнуться. Вот. Пробудить свет внутри себя. Тоже пришло вчера, это основная тема такая будет, что человек в свет внутри себя сможет услышать, кто не слышал, почувствовать, кто чувствовал. Еще больше, скажем так, чтобы он проявился. Вот. Все, спасибо. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Добро пожаловать. Здесь Анна. Все про не путь и поиск к себе или себя, а уже как я себя нашел. Я себя нашел. Вот, все, пока-пока.